Удивительно, но этот фильм очень похож на «Короля льва», нежели на остальные фильмы Марвел. Это старая шекспировская драма, сказанная на новый лад. Здесь вам и кровный бой за трон, и музыка, и краски. Все это создает ассоциации с диснеевским фильмом. Это Рамстек, и это полный обзор на «Черную пантеру». Итак, продвинутая цивилизация скрывается под видом неразвитой страны третьего мира. Этот народ отлично уживается с традициями африканских племен и невероятными технологиями, которым позавидует сам Старк. Этим они обязаны вибраниуму, неразрушимому материалу, который есть только у них. Страна очень закрыта от мира, поэтому в фильме вы практически не увидите белые или азиатские лица. Это, наверное, первый масштабный блокбастер, где почти все герои являются чернокожими. Но тема расизма здесь отходит на второй план. Здесь во главе всего именно мир и главные персонажи. От этого фильм смотрится легко всем зрителям. Однако сюжет также затрагивает темы и расизма, и национализма, и даже беженцев. Фильм интерпретирует важные вопросы, которые волнуют весь мир. История рассказывает о двух принцах с противоположными взглядами, которые борются за трон. Мятежник жаждет отомстить миру за угнетение черного народа, наследник же пытается защитить этот же народ от стороннего воздействия. Но злодей в исполнении Майкла Би Джордана является антигероем. Он борется ради справедливости для своих людей. Злодеи тут в общем-то два. Первые полфильма им выступает Кло, которого играет Энди Сервиус, и он получился очень запоминающимся и оригинальным. Второй же, вспыльчивый брат-мятежник, персонаж хоть и глубокий, и мотивация имеется, однако, по-моему, он представляет собой зеркальное отражение главного героя. Но это все же лучше, чем тот гоблин из Лиги. Кстати, 2 из 4 главных героев – девушки, и они тут не для галочки. Они действительно не нужны и являются самостоятельными и сильными персонажами, а это важный шаг для индустрии. Однако сильные вспомогательные герои и харизматичные злодеи иногда затмевают главного героя. Чадвик Боусман сыграл очень достойно, но главный герой T'Чалла выглядел очень часто довольно блекло. Но фильм очень красивый. Эстетика в этом фильме очень оригинальна. И как кто-то из вас подметил в моем предыдущем видео, Кендрик Ламар написал целый отдельный альбом «Черная пантера», музыка из которой используется в этом фильме. Как я и говорил в предыдущем видео, драйвовый саундтрек вместе с африканской музыкой создает удивительный эффект, который погружает тебя в действие фильма. А действий здесь очень много. Весь акшен в фильме снят очень качественно. Нет ни одного момента, где он был бы скучен. Частично это потому, что они почти не повторяются. Место действия этих сцен постоянно меняется. Это и казино, и центр корейского мегаполиса, и открытое поле, и край водопада, и остальные очень крутые локации. Визуально этот фильм тоже очень сильно отличается от всех других фильмов Marvel. Технологии Ваканды одни из самых оригинальных, что я видел, а традиционные краски согревают в холодную зимнюю ночь. Remote driving system activated. Wait! Which side of the road is it? For God's sake, just drive. Okay, calm down. Woo! Let's go! Костюмы требуют отдельного внимания. Люди гораздо лучше реагируют на экзотику и яркие цвета, которые тут в избытке. Костюмы тут настолько хороши и реалистичны, что номинация на Оскар за лучшие костюмы неизбежна. Так что мы имеем в итоге? Это добротный фильм, где техническая сторона главенствует над персонажами и историей. Но это не мешает ему донести главный посыл фильма об угнетении народов и необходимости открытого взаимодействия между странами мира. Я всем рекомендую сходить на этот фильм, поскольку своих денег он стоит и развлечь точно сможет. В этот раз мы перейдем к другому способу оценивания фильмов, и я просто озвучу свой вердикт. Старая шекспировская история в современной сказке. На этом все. Это был Рамстек. Пишите в комментариях, если вам понравилась «Черная пантера», подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. На этом все от меня. Пока!